Всем привет! В этом видео мы с вами продолжаем вязать куклу. Мы свяжем волосы, берет, шапку-берет и шарфик. Начинаем мы вязать волосы. Делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. Затягиваем. Второй ряд. Делаем прибавки в каждую петелечку. В итоге у нас получается 12 столбиков без накида. Провязали мы второй ряд прибавок. 12 столбиков у нас в кольце. Дальше мы делаем прибавки. Столбик, прибавка. Следующий ряд 2 столбика, прибавка. Затем 3 столбика. И так доходим до 12 ряда, где у нас будет 10 столбиков и прибавка. Дальше мы вяжем 7 рядов без изменений по 72 столбика. Выходим вот так в высоту, ровненько, 7 рядов. Когда мы это связали, дальше мы вяжем следующим образом. Провязываем 36 столбиков без накида. И затем сделаем несколько прибавок. Вот так вот вяжем 36 столбиков. Провязали 36 столбиков. Теперь вяжем прибавка, столбик, прибавка, столбик и третий раз прибавка, столбик. Это у нас будет серединка такая. Дальше провязываем оставшиеся 30 столбиков без изменений до конца ряда. Вот, в ряду у нас получилось 75 столбиков. Теперь с 21 по 23 ряд, с 21 по 23 ряд, 3 ряда мы вяжем без изменений, 75 столбиков. Вот что-то в этом роде у нас получается. Вот где у нас были прибавки, 3 прибавки, да, это у нас будет посерединке, так вот, выступ немножечко. Теперь нам надо эту нить я обрезаю, потом я спрячу. Так, делаю соединительный столбик в следующую петлю. Делаю узелок и вытягиваю. Потом я это спрячу сюда. Теперь что мы делаем? Мы берем что-нибудь, я не знаю, либо так просто примерно длину, какая у нас будет коса. Но это можно сделать уже потом. И отрезаем. Надо сейчас одну отрежу, покажу. Затем вот так вот складываем пополам. Берем крючок. Вкалываем в последний ряд. Вот так вот хватаем, вытягиваем и в эту петелечку протягиваем нитку и затягиваем. Вот так вот мы будем цеплять в каждую петелечку
нитки, ну так называемые наши волосы. Вот. Вот так вот мы прицепим. Затем мы заплетем косички и посмотрим, какой длины нам надо, лишнее отрежем. Но это мы сделаем потом. Пока мы откладываем в сторону наши волосы. Сейчас мы будем делать берет. Берет я буду вязать тоже синим цветом, как и болеро. Также я возьму крючок номер 3. Так, делаю 80 воздушных петель и соединяю в круг. 80 воздушных петель. Провязала я 80 воздушных петель, соединила в кольцо. Ровненько смотрите, чтобы ровно у нас было петельки. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема в эту же петлю, откуда идет воздушные петли, провязываем столбик с накидом. И так по кругу в каждую петелечку мы провязываем столбики с накидом. Вяжем до конца 80 столбиков с накидом. Перевязала я этот ряд крючком номер 2,5, так как крючком номер 3 оказалось большое кольцо. Вот, сделала я первый ряд 80 столбиков с накидом. Делаем второй ряд. Начинаем делать резинку. 2 воздушные петли подъема, столбик с накидом в эту же петелечку. Это первый столбик будет у нас. Затем второй столбик с накидом. Теперь мы делаем резинку. Делаем рельефный столбик лицевой. Вводим крючок. Вот, вводим крючок сюда. Захватываем столбик. И провязываем. Опять обнимаем вот так вот этот столбик с накидом. И провязываем. Столбик с накидом. Дальше 2 столбика у нас обычных столбика с накидом. Затем у нас опять рельефный лицевой столбик с накидом. 1, 2. И так мы будем провязывать этот ряд. 2 столбика с накидом обычных и 2 столбика рельефных лицевых. Так вяжем до конца ряда. Закончила ряд. Дальше вяжем 2 столбика с накидом в эту же петелечку, делаем столбик с накидом. Теперь мы над столбиками обычными с накидом провязываем обычные столбики с накидом, и там, где мы делали столбики рельефные, делаем рельефные столбики. Дальше над обычным столбиком с накидом мы провязываем столбики с накидом. Над рельефными столбиками мы провязываем рельефный столбик. Вот так вот обнимаем столбик и провязываем столбик с накидом. И так вяжем до конца, чередуя обычные столбики с рельефными столбиками. Провязала я второй ряд. У нас в итоге получилось 88 столбиков в ряду, в кругу. И когда будете вязать, главное, не провяжите рельефный столбик над столбиком, который провязывали обычный, потому что можно так попутать, если невнимательно смотреть. Вот, у нас получилась такая резиночка. Провязали мы 2 ряда резинкой. 4-й ряд вяжем 2 воздушные петли подъема, в эту же петелечку вяжем столбик с накидом. И провязываем, это первый столбик, вяжем 9 столбиков с накидом и прибавка. И так повторяем 8 раз по кругу. Провязали мы ряд 9 столбиков и прибавка 8 раз. Теперь вяжем 3 ряда, 5, 6 и 7 ряд, 3 ряда без изменений, 88 столбиков у нас в ряду получилось. И вяжем эти 88 столбиков 3 ряда, 5, 6 и 7.
Провязала я 3 ряда без изменения. Теперь 8 ряд вяжем 9 столбиков с накидом плюс убавка. Набираем 2 воздушные петли подъема. Первый столбик у нас будет в эту же петелечку. И вяжем 9 столбиков с накидом плюс убавка. Так повторяем 8 раз. Продолжаем делать убавки. 9 ряд делаем 8 столбиков плюс убавка. Затем 7 столбиков плюс убавка. 6 столбиков плюс убавка. И так доходим до 3 столбиков с накидом плюс убавка. Встречаемся там. Так, провязала я 14 ряд, 3 столбика и убавка 8 раз. Осталось у нас 32 столбика с накидом. 15 ряд делаем 16 убавок подряд. И вот у нас остается 16 столбиков. Провязали мы убавки. Теперь отрезаем нить, вытягиваем ее. И мы возьмем и немного стянем эту нашу дырочку, просто так вот продевая в каждую петелечку. Так вот мы проденем и стянем. Вот так вот продели, вот так вот стягиваем. Не сильно. Такая вот дырочка получится, небольшая останется. И спрячем эту ниточку с изнаночной стороны. Вот, спрятали мы ниточки все. Можно эту дырочку не стягивать, и ее можно украсить там бубончиком, например. Либо вот так вот стягивается, получается такая шапка-берет. Полушапка, полуберет. Так вот. Все, связали мы шапочку. Итак, вяжем сейчас мы шарф. Взяла я цвет темный беж, такого же цвета, как ботинки у меня были. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И от второй петли, во вторую петлю от крючка начинаем провязывать столбики без накида, 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся. Теперь мы будем вязать за задние стеночки петли. Провязываем за задние стенки 6 столбиков без накида. 5, 6. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и опять вяжем за задние стеночки петли. И так мы будем вязать шарф в длину, повторяя. Всегда вяжем за задние стенки. Будем так вязать 102 ряда. Вот такой вот длинненький шарфик у нас получится. Связала я шарфик. Вот такой у нас получается шарфик, когда мы вяжем за задние стеночки. Все, закончила я вязать шарфик. Встретимся в следующем видео, когда будем собирать нашу куколку.